Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно танка броней. Да, такое тоже возможно. Танк броней версии 2.0, то есть все знания, которые были накоплены мною за все это время, сейчас типа соберутся в некое видео-пособие для вас, мои дорогие, конечно же. Обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчика, СМИ контент. Поехали! Смотреть мы все это будем на примере Анаконды. Почему Анаконда? Потому что ранг Империи и Федерации не нужен, как Накатор и Корвет. Плюс у Анаконды самое большое количество брони, которое вы можете сделать в игре. Один момент. В описании под видео будет то, что вы просили меня сделать. Ссылочка на мой Бусти. Это платная подписка, 100 рублей в месяц. Если хотите поддержать меня, мой YouTube канал и контент, который на нем выходит, то... Если хотите, то пожалуйста. Если вам это неудобно, то будет ссылочка на обычный донат в описании под видео также. А теперь возвращаемся к теме видео. И давайте-ка начнем с того, что обсудим, как собирать корабль, который будет танковать броней. Потому что не все так очевидно, не все так просто. Есть много различных подводных камней. Что у нас получается? Гипотетическая Анаконда в вакууме, 10800 единиц брони с резистами 60 почти по всем параметрам. Как мы этого добились? Композит с реактивной поверхностью, надежный уровень 5, утолщенная броня эксперименталка, то же самое с усилителями корпуса, надежный уровень 5 и утолщенная броня. И бездумно напихано гигантское количество усилителей корпуса. Так делать не нужно. Объясняю почему. Когда ваш корабль без щита и по вам ведется огонь, урон получают как ваши внешние, так и ваши внутренние модули. И чтобы обезопасить свою внутряночку, нужно будет поставить набор усиления модуля, чтобы хоть как-то нивелировать этот урон, потому что прилетать по вам, друзья, будет так добротно. И таким образом у нас упало общее количество корпуса примерно на 500 единиц. Но это пока что еще не страшно. Двигаемся дальше. Я поставил турели точечной обороны не просто так, потому что когда в вас будут летать ракеты, а такое может произойти, вам будут вышибать наружные модули. Орудийные гнезда, маневровые двигатели, и это может очень плачевно закончиться. Но это вас спасет. Но, конечно, если у противника будет волшебная ракета под названием «Гончие», то тогда вам турель точечной обороны не поможет. Но чтобы противник полетел на вас именно с контрфитом, это нужно прям постараться. Двигаемся дальше, потому что это еще не все. И все же, друзья, хоть и танк броней версии 2.0, я бы вам рекомендовал поставить щиты хоть какие-нибудь, чтобы небольшой урон, когда будет по вам проходить, вы могли его, так сказать, скушать щитами. А если щиты вам вынесут, они быстро восстановятся. Потому что мы поставим что? Мы поставим, конечно же, двухпоточный щитогенератор с... конечно же, термостойкой гайкой и эксперименталкой на быструю зарядку. 490 щита. Это чуть-чуть, но поможет. Как видите, включение и перезарядка у данного щита 46 секунд. Это довольно быстро. А резисты более-менее нормальные. Относительно. Можно, конечно, добавить еще усилители щита, но все же я бы, наверное, если это и делал, то поставил бы максимум 2 штучки с универсальной защитой. У нас, правда, время включения выросло до минуты и 9 секунд, но все же щита у нас стало, как уже видите, 745 единиц. А резисты 63 к взрыву, 47 к механике и 56 к теплу. Что тоже довольно неплохо, но это ситуативно и по желанию. Двигаемся дальше. Во время боя, друзья мои, вы не сможете ремонтировать дронами свой корабль. Что грустно на самом деле. Но вы можете ремонтировать внутренние модули вашего корабля. И внешние, кстати, тоже. Что я имею в виду? Мы ставим блок АПР. С ним будет куда лучше и куда приятнее. Блок автоматического полевого ремонта стоит, двухпоточка стоит, и надо бы все же, знаете что, если вы захотите заниматься таким делом в ПВЕ, то чтобы, так сказать, продолжить вашу боевку в более долгой перспективе, а не то, что отстреляли боезапас и полетели обратно, а чтобы прям основательно можно было там посидеть на лазерах, либо на топливных рельсах, все же лучше поставить дронов-ремонтников. И насколько вы знаете, дроны у нас имеют такую тенденцию. Первый слот, третий,
5 и 7. То есть мы убираем наш 7 двухпоточный щитогенератор и ставим сюда дронов, ремонтников. И, конечно же, не забывайте то, что под дронов ремонтников нужно еще и поставить грузовой стеллаж, что тоже будет съедать определенное количество нашей брони. Итого у нас получается уже 8000 брони. Ну и поскольку 7 щит мы убрали, ставим 6-ю двухпоточку, получаем 603 единицы щита. И вроде бы все у нас есть, и вроде бы все хорошо. Да, большое количество корпуса, но все равно, когда вам снимут щиты, если это будет прошаренный, скажем, пилот, он может просто по вам отрабатывать волшебной рельсы с экспериментальным эффектом модуль сверхпробития и вышибать вам все просто будь здоров. Тот же самый метафердиланс, тот же самый каттер, в частности, имеют у себя такое вооружение. А вот ракеты гончие они имеют редко. Но, большое но. Я не знаю, смотрели ли вы то видео, помните ли вы то видео, и тут есть в этой игре такая интересная механика, позволяющая сделать наш корабль, так сказать, невидимым для противника на расстоянии 500, 600, 700, 800 и больше метров. И при этом наносить урон с расстояния в 6 километров на постоянной основе. Этим мы с вами сейчас и займемся. Гайдик по этому делу будет в описании под видео, я сейчас расскажу просто вкратце. Там прям показаны тесты, как все это работает, здесь просто буду говорить, что ставить. И вот как раз те самые электромагнитные пушечки, то есть рельсы. Дальний бой, плазменно-рельсовый снаряд. Накидываем 6 километров без упреждения по цели. Довольно неплохо, как по мне. И что же у нас туда с силовой? Давайте-ка посмотрим. Спускаемся ниже и видим следующее. Силовой чуть-чуть не хватает. Нет, конечно же, если бы здесь не было усилителей щита, все бы работало, я бы, наверное, так бы и летал. Но все же, силовой не хватает. Нам нужно как-то ее, так сказать, разогнать, разогреть. В чем прикол? У нас силовая здесь стоит обычная, без инженеров. И мы с вами ставим бронированную силовую и рассеивание тепла. Температура нашего корабля будет ниже. И как бы силовой у нас тоже прибавилось, как вы можете заметить. И уже довольно неплохо. Давайте еще немножко, так сказать, подключим фантазию. Из серии вот у нас есть распределитель питания с экспериментальным эффектом сверхпроводники и быстро заряжающийся в 5 гаек. Мы можем убрать этот экспериментальный эффект и поставить, скажем, двойную прочность. Целостность увеличивается на 15% и сложнее будет вырубить данный модуль. То есть вынести его прям в нулину будет явно сложнее. И не такой большой будет, так сказать, ущерб нашему распределителю в плане скорости зарядки. Как вариант. А вот делать такое с маневровыми двигателями я бы, наверное, не советовал. Сейчас у нас Анаконда на форсаже летит 380 метров в секунду. Если мы добавим двойную прочность, то скорость у нас будет на форсаже 365. Тут уже как вам угодно. Также вы можете это сделать, скажем, грубо говоря, с FSD вашего корабля. С сенсорами такое дело провернуть, к сожалению, друзья мои, не получится. А систему жизнеобеспечения можно также усилить. Только тут есть два варианта. Первое. Повышается целостность, но при этом как бы увеличивается и масса. И второй вариант. Повышается целостность, но повышается энергопотребление. Но вопрос, нужно ли вообще это, я не знаю. Без системы жизнеобеспечения, в принципе, можно попадать. Ну и, конечно же, докидываем теплоотводные катапульты, без которых, друзья, в таком фите, учитывая, что мы еще будем уходить в стелс, будет неудобно. И все же, наверное, я бы убрал усилители щита, так у нас будет более большое количество теплоотводных катапульт. Каков у нас получается итог? 7000, почти 300 единиц брони, 400 единиц щита. Выглядит все довольно прикольно в пересчете на резисты в плане урона по взрывам, по механике и по теплу. Значение выше 15 тысяч. По теплу, конечно, там 13 тысяч, но все же довольно неплохо. И если уж прям совсем вылизывать различные модули и все остальное, можно поставить вместо обычного набора усиления модуля набор усиления модуля стражей. Он чуть-чуть, но все же лучше. Но, конечно, при всем при этом он кушает у нас энергию. Немного, но кушает. И да, какое количество усилителей модуля, собственно, ставить? Тут у нас есть два значения. Внутренняя защита. Процент урона, перенаправленного от модулей вне гнезд на наборы для усиления модулей. То есть
84% урона будут получать усилителя модуля. Остальные 16% будут уже идти нашим модулем. Но если мы добавим еще один усилитель модуля, то это значение, как вы видите, изменится. Уже 94% защиты. И 6% только лишь пройдет. И ко всему этому наборы для усиления модуля можно восстанавливать с помощью нашего блока автоматического полевого ремонта или автономного. Короче, с помощью АПР-ки. У нас есть одно значение еще. Броня, защищающая модуль от урона, чистая броня наших модулей. То есть, это некое значение целостности наших усилителей модулей. Вроде я правильно это понял, если что, поправьте на всякий случай, потому что вот тут я прям не уверен, как это правильно сформулировать. И да, мои дорогие, не забывайте то, что внешнее оборудование, такое как теплоотводная катапульта, тоже можно заинженерить, скажем, усиленный вариант. Больше массы, больше целостности, либо защищенный. Больше сжирает энергии силовой и при этом более так прочная. То же самое и с турелью точечной обороны. На всякий случай. Мало ли что. Лишним уж точно не будет. Как мы это дело будем использовать? Используем таким образом. Представим то, что сейчас на этой анаконде у меня находятся те самые рельсотроны. Мы делаем 4 в оружие, 2 в двигатель. Просто делаем буст и летим. Корабль у меня сейчас находится в фаофе, то есть автопилот отключен. И мы летим сейчас прямо. При этом мы можем развернуть корабль, но разворачивать, конечно, его лучше на бусте, так будет быстрее. Мы летим жопой вперед и просто отстреливаем по противнику. А поскольку у нас низкая температура, он не может нас взять в лок и не может по нам стрелять. Не забывайте то, что когда вы ставите 4 пипки в распределитель оружия, у вас будет меньше температура. Чем ниже значение энергии в вашем распределителе в оружии, тем сильнее будет греться корабль. Естественно, на пролете, когда вы получаете по лицу, по щитам, можно кинуть в систему. Но щита здесь довольно мало. А щит восстанавливается быстро. Когда нужно восстановить щит, также летаем от противника, кидаем 4 в систему, ну и так далее. Думаю, ясно понятно. Еще один, кстати, приятный момент такой сборки. Многие, так сказать, PvP-пилоты, ганкеры, неважно, игроки, которые бьются с другими игроками, скажем так, любят, по крайней мере на начальных этапах своей карьеры, пользоваться такими вещами, как торпедами. Чтобы вынести щитогенератор, допустим, на анаконде 7-я призма была бы и 3 шестые банки. Выносятся торпедами призматический щит, и эти банки щита-накопителя уже не представляют никакой для нас ценности. В данном случае вы можете потерять щит, и вы особо много от этого не потеряете. Конечно, потеряете, но эффект будет не такой. И человек, который рассчитывал просто снять вам щиты одним ударом, а потом разносить корабль, скорее всего обломится, потому что у вас первое – большое количество корпуса, второе – защита модулей. Далее можно еще угореть, поставить, скажем, что-то из серии пучковый лазер с теплоотдачей, но ставить придется фикс, чтобы, так сказать, попадать, потому что на большом расстоянии гимбалы будут сильно болтать и не все будет прилетать в противника, а донаводка у фиксов тоже, конечно же, имеется. И чтобы лучше попадать по кораблю противника на большом расстоянии, делайте следующие вещи. Когда вы будете выбирать корабль-цель, выберите какой-нибудь ему модуль, чтобы ваше орудие туда уже слегка донаводилось. Делайте это через нажатие клавиши Y и просто по списку выбираете, что у вас там идет. Либо уже контакты, цель и выбираете конкретный модуль. Также смею вам порекомендовать такую штуку, как ночное видение. Будет немножечко попроще. Но это выглядит, как по мне, отвратительно. Ну а вот типа, выгодно ли это? С одной стороны да, с другой стороны нет. Что-то новое попробовать для себя, конечно же, да и еще раз да. Но на серьезных щах рекомендовать вам использование данных типов сборок на кораблях не могу. В том же самом ПВЕ вы можете взять просто призматический щит, даже без банок. Он у вас будет, скажем, 5000 щита. Что будет, когда его снесут? До 30%. Вы просто сделаете перезагрузку починку, у вас щит восстановится до 50%, и вы сможете дальше заниматься своими делами в плане ПВЕ. Можно поставить даже вместо, скажем, тех самых рельс дальнобойных
пучковый лазер на теплоотдачу. Либо же пучковый лазер на теплоотдачу эффективные, чтобы как можно дольше стрелять, они будут меньше жрать распределителя. Тут вариантов довольно много. Нужно все, я не знаю, есть ли смысл тестировать такое в PvP, может быть устроим какой-нибудь стрим, где я буду исключительно на кораблях с таким типом сборки. Может быть будет интересно, не знаю. А вот теперь какие корабли использовать? Давайте все-таки немножечко пробежимся по кораблям. Имперский катер в этом плане вне всяких похвал. Почему? Потому что у него большая скорость. И чем быстрее мы летим, тем, собственно, дольше мы будем наносить урон противнику, а он не будет наносить его нам. Как-никак, тут еще очень хорошее сведение всех орудийных слотов, за исключением двух, которые находятся по бокам. Корвет, конечно, не лучший вариант для этого, но у него, как-никак, самая лучшая маневренность из больших кораблей. Он маневреннее Анаконды, маневреннее тем более Каттера, но скорость у него как у Анаконды. И сведение у орудий у него довольно, так сказать, плохое. Нормально сводится только лишь два первых орудийных гнезда и два четвертых. Но сюда можно поставить, скажем, два четвертых пучковых лазера на дальний бой, но распределитель будет выжираться неимоверно. Также тут имеется такое, чего нет у Анаконды. 3 седьмых слота. Можно поставить и седьмой щит, и седьмой АПР, если он вам нужен, и, конечно же, седьмой дрон-ремонтник. Но у Анаконды и у корвета бак на 32 тонны. То есть каттер будет стрелять топливными снарядами гораздо дольше, потому что там бак 64 тонны. А вот Type 10 я бы, наверное, скорее всего не рекомендовал для таких приколов. Как, наверное, и Мамбу с Фердиландцем довольно горячие корабли, как-никак, да и топливный бак у них мизерный, но скорость, конечно, у Мамбы мое почтение, а ее внешний вид просто шикарен. Но маленькое количество внутренних слотов нам тут как бы вставляет палки в колеса. А вот Крайт МК-2, Крайт Фантом, Питон в этом плане, конечно, хороши. Как-никак это относительно универсальные корабли с большим количеством внутренних слотов. И топливный бак у Крайта МК-2 32 тонны, как у Анаконды и Корвета. Корабли Федерации, Ганшип, ФАС тоже могут себя хорошо показать, но в плане количества корпуса Крайт МК-2 будет пожирнее, нежели Ганшип и ФАС. Чифтейны, челленджеры, крусейдеры имеют большое количество орудийных слотов. Можно что-то допоставить, но все же из средних я бы рекомендовал бы Крайт, МК-2 Крайт Фантом, из больших, ну а про большие я сказал. Стервятник себя может показать неплохо в такой сборке, но тогда забудьте про АПР, про дрон-ремонтники и про грузовые стеллажи. Чисто двухпоточка, чисто корпус, усилители корпуса, усилители модуля. И погнали. Тут как-никак две пушки. Но бой на реверсе на этом корабле не пойдет. Тут уже ставьте либо топливную плазму, либо дробовики, миротворцы, либо что-то еще. Все же это такое мероприятие больше под большие корабли. Если хотите так поиграться с мелкими кораблями, то вариантов на самом деле много. Тот же самый курьер. Но количество внешних слотов у маленьких больше, у средних больше, у больших кораблей самое большое. Чем больше теплоотводных катапульт, тем, собственно, будет лучше. Да и топливный бак здесь довольно маленький. На серьезных щах я бы, наверное, все же не рекомендовал бы это на постоянную основу, но хотелось бы провести стрим по данной теме и посмотреть, как это будет выглядеть с другими кораблями. Но проводить стрим на эту тему, это, знаете, найдутся люди, которые прилетят сразу в подготовленных фитах исключительно под это. Таковы реалии, хотя есть и адекватные люди, которые, скорее всего, прилетят на метафердиланцах, на чем-то там еще. Но в большинстве случаев, когда пират, ганкер, PvP-игрок летит в поисках приключений для себя и своего противника, вряд ли он будет готов, то что будет использоваться такой фит. Как-никак, это довольно странная сборка, как по мне. Но имеет право на жизнь. Вот в игре, из которой я пришел в элитку и в онлайн, есть танк броней. Там это дело можно восстанавливать, но там, конечно же, другие механики. Если бы здесь было бы что-то из серии, то, что корпус восстанавливается автоматически за какое-то там время, пусть и долго, либо модули со временем тоже восстанавливаются, было бы прям шикарно.
Конечно, да, есть дрон-ремонтник, но это немножко не то. Это расходные материалы, это грузовой стеллаж, это отдельный модуль. Так что, может быть, когда-нибудь появится что-то вроде из серии... У нас же есть силовая и распределитель от стражей. Может появиться что-то от торгоидов и будет автоматически восстанавливаться. Я был бы, честно, рад такому раскладу. Так что использовать такое, не использовать, это уже решение, так сказать, ложится на ваши плечи. Мое дело было рассказать то, что это возможно, и примерно подсказать, как это дело использовать и как это вообще собирать. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже мы подходим к 8 сотням видео по данной игре. Со временем, конечно же, видосов будет больше, как что-то новое появляется. Сразу отсниму. Цель сообщества, новый модуль, корабль, да все что угодно, все, что фронтиры вводят, я сразу снимаю. Плюс по этой игре, конечно же, и есть большое количество плейлистов на различные темы. Это и обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А в сумме там 20-25 плейлистов. Со временем, может быть, их будет, друзья, больше. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. И, конечно же, та самая ссылочка на тот самый бусти, который много просили, кстати, что удивительно. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме. До встречи.